Привет! Получил я только что планшет Doogee T20. Очень интересная модель. Очень хотел взять на обзор. Специально брал на обзор, никто не заказывал. Вложил свои средства и уже знакомый хочет забрать. Точнее, наш друг семьи. И сейчас у нас будет его распаковка. Первое мои впечатления, что приходит в комплекте. У нас идет полная комплектация. На момент распаковки у него цена практически $198. Сюда включен чехол, стекло, стилус и еще какой-то подарок. 8 оперативки, 256 встроенных, расширение за счет встроенной плюс 7. Итого 15 гигабайт. Посылка оценена в $50. Таможня, что интересно, не вскрывалась. Прошла таможню очень быстро. Доставка в Украину примерно 4 недели. Так, в комплекте пока ничего не вижу. Запаковано по стандарту. Коробка не вскрывалась на заводе. И все эти логотипы здесь неспроста. Здесь есть отличный звук. Заявлено Hi-Res Audio 4 динамика. Есть специальная технология передачи картинки, которая борется с голубым оттенком. То есть, чтобы ваши глаза не уставали. И здесь вся функция направлена на то, чтобы передавать четкую картинку, и хорошая яркость, и энергосбережение, и так далее. Цвет у нас космический серый, 8256 версия. Вот он сам планшет. Красавчик. Красавчик. Есть 3 цвета. Видите здесь эти цвета. Давайте вскроем и посмотрим посылочку, что идет внутри. Если подарки, то обычно подарки должны быть где-то рядом. А раз упаковка запакована, вряд ли там отдельно есть, прям вот по отдельности упаковки лежат с подарками и без. Если с завода запаковано, сомневаюсь, что здесь прям очень много подарков. Хотя я могу ошибаться. Давайте посмотрим. Потому что то, что я заказал, так это или нет, не знаю. Первое, что я вижу, это чехол. Второе, стекла пока не вижу. Да, подарок есть стилус, то есть комплектация со стилусом. И у нас, то есть идет пленка, но не стекло. Проверю сейчас, конечно. Да, друзья, это у нас пленка. Сверху, как вы видите, пленка, которая наклеена на экран, защищена заводской пленкой. Я обычно советую, если видите вот такой вот просто небольшой хлястик, его аккуратно отклеить, и будет у вас на экране 2 пленки. Это не вредит, визуально все остается очень смотрибельно. И давайте будем знакомиться с комплектацией. Помимо пленки еще идет чехол, тоже серого цвета, что здорово. Верхняя часть у него, у чехла, из как будто кожзама. Внутренняя часть замшевая. Видно, что будет собирать отпечатки пальцев. Это у нас силикон матовый, толстый, качественный. Ничего здесь не защищает модуль. Модуль тут реально, ребята, посмотрите. Ну, сейчас мы посмотрим его внешний вид отдельно. И дальше смотрим комплектацию. Инструкция и гарантийный талон. Скрепка для извлечения лотка с сим-картами. И вместе со специальным ключом, чтобы подтянуть как будто из духовочки сим-карту. Лоток сим-карты. Я, правда, не помню, у него есть сим-карта или же просто карта памяти. Но вот сейчас мы это все посмотрим. И здесь блок питания. Блок питания побольше, чем обычные зарядки, как для планшета. Обратите внимание, друзья, выход USB Type-C. USB Type-C на USB Type-C кабель. Первый раз такое вижу. Значит, и блок питания непростой. Сниму я с него пленку. Фирменный. На нем написано, что это Doogee. Вот его параметры. Максимальный ток заряда 12 вольт, 1,67 ампера. То есть 20 ватт максималочка. Выходит, что это скоростной блок питания. Ну и давайте посмотрим, что у нас за стилус. Стилус будто бы с 2 сторон имеет колпачки. И если один колпачок снять, то с одной стороны у нас шариковая ручка. Все пишет. А с другой стороны у нас, если колпачок закрыть, у нас идет стилус. Стилус с вот такой вот юбкой. Это несъемная часть, гибкая. У нас был обзор на похожий стилус, но там не было ручки. Здесь же с 2 сторон вот такая вот система стилус и ручка. Но что не нравится, нету опознавательных знаков, где у вас стилус, а где ручка. То есть вы открыли, это ручка, вам надо стилус, а потом баловались, а потом, наверное, вот это стилус. Точно, стилус. И тогда работаете. То есть неудобно.
Ну, такой недорогой стилус можно купить, по-моему, за 3 или 4 доллара. Сам планшет полностью выполнен из металла. Посмотрите, какой качественный. Есть гравировка прям, что здесь есть Hi-Res аудио. Это не наклейка. Это у нас наклейка, надпись Дуги. Ну и посмотрите на этот модуль. Я, честно говоря, впервые вижу такие мощные модули на планшетах. Тут прям видно, что есть интеллектуальный режим определения разных сцен у самой камеры. Ну, глазок можно было бы сделать и поменьше, но, как говорится, если выпучен глазок, могут подумать, может, здесь и снимки отличные. Конечно же, мы будем тестировать, но стоит отметить, что 16-мегапиксельный данный модуль, и там 2 светодиода. Над модулем располагается сразу кнопка питания, качелька громкости и отверстие. Отверстие у нас, возможно, микрофон, а возможно, кнопка сброса. Но отметок здесь никаких нет. На торце слева и справа располагаются динамики. Это 4 динамика. Аккуратные отверстия, такие слегка овальные. В нижней части располагается еще одно отверстие. Так, и тоже не отмечено. Ну, будем изучать позже. Возможно, опять же, микрофон. Еще может быть один микрофон, либо кнопка сброса, чтобы туда скрепкой, возможно, засунуть, но я это все буду тестировать, чтобы не вы экспериментировали, а уже я. Имеется магнитный контакт для подключения клавиатуры не просто по Bluetooth, а собственная, фирменная, и есть ссылка в описании, а можно купить сразу комплектом. Гнездо USB Type-C и рядом вот лоток. Давайте его откроем. Да, друзья, я был прав. Здесь и для 2 нано-сим-карт, либо для карты памяти и нано-сим-карты. То есть 4G полноценно поддерживает и можно с него звонить. Корпус, как всегда, из металла лично мне очень нравится. Во-первых, очень тонкий. Во-вторых, увесистый. В-третьих, холодит и на руки так отдает, ну, я бы сказал, солидно, по-мужски. Ну, в моем случае. И верхняя часть, здесь имеется пластиковая вставка, благодаря чему сигналы от спутников, от мобильной связи, от Wi-Fi, от Bluetooth принимаются и передаются отлично. Совершаем первое включение. Дисплей реально черный. Прямо черный-черный. Вау, посмотрите, какой спецэффект. Огонь и надпись Дуги. Ну, я еще не видел у Дуги такой вступительной анимации. Произвожу быстрые настройки. Перекидываю сейчас, как я уже это делаю постоянно, с помощью кабеля, быстрый перенос данных и показываю вам уже меню. Кстати, пока настраиваю, пришел он с зарядом 93%. Все, процесс переноса данных завершен. 3% ушло во время всего переноса. Переносил я вот с этого устройства, тоже Дуги. Это противоударник. Вот сегодня или завтра буду снимать на него тоже обзор. Как переносить с помощью шнура от старого устройства без ввода пароля, всяких почтовых, Wi-Fi сетей, пароли. Все это переносится и уже к Wi-Fi сети он подключен. Смотрите вот здесь в подсказках, как это делается. Отключаю и познакомлю вас с планшетом. Ну, во-первых, реагирует в перчатках без всяких проблем. И шторка огроменная. Добавляются какие-то еще функции. Посмотрите, какая огромная полоса по настройке яркости. Яркость минимальная, хорошая. Это у нас максималочка. Ну, неудобно мне вот прям. Сейчас я вот отрегулирую. И по экрану огромному. Сделали бы компактную. Если вот в таком состоянии, то, конечно, удобней. Яркость максимальную поставим. Посмотрим, как светит фонарик. Ну, яркий. Отлично. Защита зрения. О, отличненько. Вот такой мне цвет приятен. Проверим, если у нас раздача с помощью Wi-Fi. Использовать как Wi-Fi репитер. Точку доступа включаешь, Wi-Fi отключается. Значит, как репитер работать не может. Пошло обновление. Сразу же что-то грузит уже. Есть автоподстройка яркости. Отдельно спрятана в строке уведомления. Нажав на карандашик, можно добавить сюда. Дополнительное уменьшение яркости тоже добавили. Давайте посмотрим. Уменьшаем яркость и добавляем еще пункт отметки, самую минималочку. Ну да, тогда вообще очень минимум. Первоначальное меню есть звонилка. Будем тестировать в полном обзоре. Запустим камеру, сделаем снимок, автофокус. Есть. Попробуем макро. Ну, снимки делает быстро. И качество, ребята, качество хорошее. Ну, все в полноценном обзоре. Здесь есть и панорама, и PRO режим, и замедленная съемка.
Давайте посмотрим в режиме видео. Стабилизации, как я вижу, нет. Разрешение максимум 1080 30 FPS. В настройках камеры в режиме фото есть интеллектуальное распознавание сцены. Активируем. Но нигде никаких отметок, что что-то где-то показывает, что я сейчас текст фотографирую. Ну, как обычно это происходит, я не вижу. Давайте посмотрим, что в меню стандартно установлено. Ничего лишнего, вообще ничего лишнего. Никакой китайских каких-то приложений. Реально глобальная прошивка стоит. Обновление грузится. Есть FM радио. Без наушников, конечно же, работать не будет. Зайдем в настройки. Шрифт я поставил на 75%. Изначально он приходит вообще мелкий. Есть еще один уровень. Ну, чтобы вы это увидели. Заходим в настройки, размер шрифта. И вот видите, еще один пункт. Настройка цветового режима. Есть функция активация при поднятии. Когда вы берете планшет или устройство, он включается. Давайте попробуем. Взял, включился, опустил, не выключается. По увеличению памяти отдельный пункт RAM Expand. Здесь мы выбираем этот режим и увеличиваем его путем до 7 гигабайт. Обратите внимание, что нужно перезагрузить. Здесь вот, кстати, не доперевод, нету перевода на русский. Когда вы активируете увеличение памяти, то сразу увеличивается на 7 гигабайт, и здесь нужно сделать перезагрузку. Может быть, после перезагрузки появится шкала управления, но давайте активируем, и потом уже в обзоре я вам это покажу. Android здесь 12, ну и собственно все. Будем в полном обзоре тестировать и звук, и качество диктофона, и как работает в играх, потому что здесь и процессор ведь хороший, и как он работает в режиме звонков и так далее. То есть полные тесты. Конечно же, проведем тест Antutu, сделаем тест разряда заряда аккумулятора, его емкость реальную проверим и сколько в YouTube продержится. Все поэтапно будет выходить, не забудьте подписаться. А тем, кто постоянно смотрит наши видео, подписаны, да еще и поднимают активность на канале, ставят лайки и пишут комментарии, то за это вам отдельное огромное спасибо. Всем спасибо. Ссылка на планшет и его актуальную цену есть в описании под видео, а также вот здесь вот в последней конечной заставке, если вы смотрите на YouTube. Всем спасибо, всем пока.